Всем привет! В этом видео я хотела бы вам рассказать о том, кто я, кто мой муж, как мы познакомились и как приехали в Японию. Меня зовут Лика, мне 38 лет. Я родилась в Украине, в городе Днепропетровск, и, прожив там некоторое время, переехала в Израиль вместе с семьей и долгое время жила там. По профессии я психолог. Также я говорю на 5 языках. Это иврит, английский, русский, украинский и, конечно, японский, который я начала изучать в 17 лет. Конечно же, японской культурой я интересовалась задолго до изучения японского языка. То есть это были аниме, манга, фильмы, музыка. Уже в дальнейшем я стала изучать японскую культуру, то есть кибана, каллиграфию я также изучала. Мы изучали чайную церемонию. Это не в счет. С Хиро мы познакомились в Израиле, когда он работал там шеф-поваром в ресторане рамена. Причем знакомство это состоялось при, скажем так, неожиданных обстоятельствах. У меня есть друг Шинго, которого я знаю уже 20 лет, и мы до сих пор поддерживаем нашу связь. И он был тем человеком, который указал мне дорогу к моему мужу. Просто он мне рассказал, что в Израиле есть ресторан японской кухни, где работает шеф-японец. И, конечно, я пошла туда посмотреть, познакомиться, потому что мне очень хотелось какого-нибудь друга, с кем бы я могла говорить на японском. Придя в ресторан, ну, скажем так, я очень застеснялась, и мы не познакомились в первый день. Я пришла еще раз, ну, даже тогда не совсем состоялось знакомство, но я решила, что надо что-то делать. В итоге 1,5 часа поисков Фейсбука я нашла. Мы познакомились с Хиро, начали. Сначала мы дружили, потом как-то у нас так завязались отношения, и все развивалось достаточно быстро. То есть мы познакомились в сентябре, а в ноябре он уже сделал мне предложение. Согласилась, потому что я уже понимала, что все, влюблена. Вот. И после года наших отношений, как бы мы жили вместе, мы приехали в Японию жениться. Немножко хотелось бы сказать о Хиро. Моего мужа зовут Хироюки, можно просто Хиро, фамилия Кобаяши. Ему уже 55 исполнилось. Вот, но, знаете, может быть, это не мой возраст мужчины, о котором я мечтала, но действительно говорят, любви все возрасты покорны. Но, вы знаете, если честно, я каждый раз смотрю на Хиро, и я не вижу, что ему 55. То есть для меня это такой же молодой парень, как и я. Если меня можно тоже назвать молодой. Вот, но как бы мы с ним очень одинаковые. До жути одинаковые, потому что мы можем чуть ли не читать мысли друг друга. То есть я могу подумать о чем-то, а он уже это делает. И наоборот. Ну, это кайф. А вообще, мое знакомство с Хиро и вообще то, что-то случилось, скажем так, немного мистическое. Началось, конечно, все с шутки. Я пошутила и сказала, что выйду замуж только за японца. А в дальнейшем я сделала 1000 журавликов. И мне просто было интересно. Я не совсем в это верила, но мне было интересно, сработает это или нет. И, прикиньте, сработало. Я даже не знаю как. Может, конечно, кто-то не поверит и скажет судьба, но, знаете, могу сказать так, у меня было 1000 возможностей полететь в Японию и встретить там Хиро, потому как мой друг Шинго впоследствии оказался еще бизнес-партнером Хириного босса. И как бы, если бы я приехала в то время в Японию, то я бы могла еще тогда познакомиться с Хиро.
Но это не случилось. И я думаю, боженька надо мной сжалился. И такой кинул его в Израиль и сказал, ой, на, только замолкни уже. Но я не могу сказать, что в нашей жизни всегда все было так хорошо и так красиво. У нас был период очень тяжелый для нас обоих. Но, наверное, для меня все-таки он был более тяжелый. Так получилось, что в Израиле есть закон, который говорит, что если ты израильтянин, но твой муж или жена иностранцы, то есть определенная процедура, которую нужно пройти для того, чтобы супруг мог находиться в Израиле тоже, или супруга. Я, конечно, знала об этом, и мы подготовили все, что можно было подготовить заранее. То есть мы уехали в Японию, поженились, и когда мы вернулись в Израиль, так вышло, что ему отказали, то есть он не смог въехать в страну, потому как у него не было энтер-визы. То есть мы сделали все для того, чтобы все прошло хорошо, и вот этот единственный момент, который был действительно упущен, но он был упущен не с нашей стороны. Это было упущение с Хириной работы, потому как он как бы считался иностранный работник, и они не открыли ему эту интервизу, хотя они знали, что мы вернемся. Но не будем об этом, уже что было, то было. Вот, ну, в итоге не смог Хира въехать в страну, конечно, получил депортацию, но просто все то, что происходило в этот момент, это было ужасно. То есть мне не дали дать ему вещи, мне не дали дать ему деньги, мне даже не дали объяснить ему, что происходит. Потому как Хира не говорит ни на каком языке, кроме как на японском. То есть все, что мой муж видел в момент его депортации, это меня, которая просто была в дичайшей истерике и практически на коленях умоляла впустить человека в страну, и показывала все, что вот у нас есть все документы, все есть. Пожалуйста, что он не какой-то там, не знаю, преступник, который хочет остаться нелегально в стране и так далее. Но ничего не помогало. Конечно, подняла всех адвокатов, каких только можно было, для того, чтобы хоть что-то решить. И единственное, что мы решили, это, то, что получилось сделать, это выбить для него сумку с вещами, которую ему можно было бы передать. Сделали, но, к сожалению, работники аэропорта не сообщили ему о том, что есть эта сумка, и просто отправили его в Японию. Сумка тоже полетела следом, но он о ней не знал. Единственные деньги, которые у него были, это те, что я ему вот так по воздуху кошелек кинула, потому что не давали даже в руки дать ему кошелек. И потом, также, когда я приехала домой, уже поняв, что ничего невозможно сделать, то есть, конечно, это уже было после того, как он уже все улетел, потому что до последнего билась. Потом я осознала, что его телефон остался в моей сумке. Вообще прекрасное состояние было. Ну и дальше начались, конечно же, 3 самых тяжелых вообще месяца моей жизни. Я вам честно скажу, я врагу, наверное, такого не пожелаю, потому как это были постоянные истерики, это была дикая депрессия, стресс. Я не могла спать, ничего не могла, потому что я очень переживала, я понимала, что мне надо как-то себя, во-первых, собрать в руки и что-то делать. Как таковой помощи у меня негде было брать, потому что я в семье единственная, кто говорит на иврите, то есть, понятное дело, помощь со стороны близких, например, в каких-то вопросах, она была минимальной. Кроме как поддержки моих родителей, спасибо им большое, что остались в этот период, что поддерживали меня весь этот период. Ну и, конечно, спустя 3 месяца я вернула Хира домой. Потом началась корона, и Хира лишился своей работы. Потому как это было время, когда закрывали рестораны, тоже было достаточно тяжело. Я все так же продолжала быть в стрессе.
в дичайшем причем, потому что надо было работать на своей работе, надо было помогать тоже там что-то по дому делать, и надо было что-то решать с работой для Хира, и мы решили открыть нашу кухню. У нас была Kobayashi Kitchen, мы готовили еду на дому и делали доставку. Кто делал доставку? Конечно, я. Поэтому, да, со стресса я вылезти не могла никак. Просто не было времени для себя, вообще никакого. И это достаточно плохо на мне отразилось, так как у меня произошел дичайший сбой гормонов. Можно это заметить по мне. Как бы, да, я очень поправилась в то время. Это также повлияло на женское здоровье. То есть, например, мы очень хотим детей, но пока не совсем получается, потому что еще не все гормоны унялись. Но ничего, работаем над этим. Надеемся очень, что мы получим эту прекрасную награду за все наши мучения. После свадьбы мы прожили в Израиле еще 3 года. Это как раз было время короны. И потом случился еще один трэш. Получилось так, что Хирина мама заболела. И нам как бы она жила сама, потому что у нее уже тоже никого не было, и мужа тоже не было уже давно. И мы решаем с Хиро, что нам надо ехать в Японию. Как бы у нас был план поехать в Японию, но мы думали где-то там, может быть, через 5 лет приблизительно. Да? Но так сложились обстоятельства, что пришлось выехать раньше. 1 августа мы уже были в Японии, и начался наш поиск дома. Нашли здесь дом, то есть мы нашли его в ноябре, и в декабре мы только могли въехать, ну и то это в декабре еще был ремонт, то есть еще как бы как таковых условий для жизни еще особо не было, но тем не менее въехали мы только в декабре, но обстоятельства сложились тоже не очень хорошо. По плану мы должны были забрать Хирину маму сюда, но, к сожалению, она скончалась в конце ноября, вот, то есть чуть-чуть не дотянула. К сожалению, ну, мы знали о том, что этот день в любой момент может случиться, просто мы не ожидали, что это случится прям вот так скоро. Но, увы. Ну, не будем о грустном, поговорим немножечко еще о хорошем. Мы живем в Японии уже 2 года. Мне очень нравится, безумно. То есть я здесь нашла тот самый покой, который я искала. Все здесь нравится. Ну, наверное, кроме насекомых. Ну, это мне везде не нравится. Вот у нас есть 2 прекрасные кошечки. Но они прекрасны только днем, а ночью это табун коней. Пока что работает у нас только Хира на данный момент. Я, к сожалению, еще не нашла какую-то профессию для себя. Но я пробую себя в блогерстве. Ну, у меня, конечно, не все получается еще, но я стараюсь. Так что извините, что так долго выкладываю видео. Вот, просто снимать окей, а вот монтировать, ох, рабский труд. Но ничего, я учусь. Мне все очень нравится в Японии, даже какие-то минусы, наверное, ее. Но, к сожалению, особо обсудить это с кем-то у меня на данный момент нету. То есть те друзья, которые у меня есть в Японии, они живут очень далеко. То есть в Токио есть люди, которые живут, есть люди из Кобе, есть люди, которые живут в Киото. Короче, все далеко. Единственное, что да, у меня есть подруга, которая живет где-то, может, 1,5 часа езды от моей префектуры. Она живет в Фукуока. Но тоже как-то каждый день не покатаешься туда. Вот. И единственный мой друг — это моя соседка. Правда, ей 75. Но ничего страшного. Мы везде с ней тусим. Короче, моя жизнь как комедийный сериал. Есть проблемы, решаемые, все хорошо, все живы, здоровы, вместе.
И пусть так будет дальше. Спасибо большое за то, что послушали мою историю. Я вам очень благодарна за ваше внимание. Пока!